друзья! С вами Russian in Context с Иной и Ириной. Окей. Мы поговорим не только о выходных и как мы проводим свободное время на выходных, но также и о других днях недели, как мы проводим наше свободное время среди недели. Ирина, расскажи мне, как ты проводишь понедельник? Чем ты занимаешься в понедельник в свободное время? Как говорят, понедельник день тяжелый, поэтому я начинаю его со спорта, чтобы постепенно разогреться и войти в новую неделю полной энергии. Замечательно! Вау! А как выглядит твой понедельник? А мой понедельник выглядит следующим образом. Мой понедельник – день испанский. Я слушаю испанскую музыку, танцую, смотрю фильмы на испанском, разговариваю с друзьями на испанском языке. Иногда даже танцую. А как выглядит, Ирина, твой вторник? Чем ты занимаешься во вторник? Мой вторник, второй день недели, выглядит следующим образом. У меня есть небольшой сад, и я люблю ухаживать за своими розами и другими цветами. А вечером я люблю пить чай в этом саду и наблюдать за закатом солнца. Как романтично. Да, мне это очень нравится. А как же ты проводишь свой второй день недели, вторник? Если понедельник у меня испанский день, то вторник у меня французский день. А свободное время я слушаю музыку на французском языке, я читаю книги на французском, смотрю фильмы на французском языке и общаюсь с друзьями, конечно же, на французском языке. Ух ты! Мне это нравится. Мне тоже. Ирина, а среда, половина недели? Среда, середина недели. Так как у меня в субботу курс итальянского, то я начинаю постепенно, потихоньку готовиться к своему курсу итальянского языка. Я делаю упражнения, выписываю, перевожу новые слова, и, конечно же, слушаю с удовольствием итальянскую музыку. Вау, замечательно, мне нравится твоя среда. А что же ты делаешь в среду? Расскажи-ка. В среду экшен. Спорт, велосипед, либо спортивный зал, либо на улице, либо в парке, либо дома. Но спорт, экшен. Это моя среда. Если есть возможность, я хожу на танцы. Потому что я обожаю сальсу, бачату. А сальсу я умею тоже танцевать, и бачату также. Я знаю. Здорово. А что ты делаешь в четверг? Четверг, так же, как и понедельник, испанский горячий день. Музыка, танцы, книги, сериалы, фильмы, разговоры на испанском. Оля! Как здорово, как темпераментно и горячо. Неплохо. Неплохо? Совсем неплохо. А как же выглядит твой четверг? Ты мне еще не рассказала. Нет. Четвертый день недели. Четвертый день недели я обычно рисую. Вау. Да, я умею рисовать. Я также читаю. Конечно же, занимаюсь спортом. Я стараюсь заниматься им регулярно. И по вечерам мне приходится выгуливать своих собачат. У меня их 2. То есть 2 маленькие собачки. А что ты рисуешь? Мне очень интересно. Что я рисую? Я рисую на свободные темы. Мне очень, красками. Которые ты рисуешь краской. Замечательно. А чем же отличается твоя пятница? Пятница, it's Friday then. Чем ты занимаешься в пятницу? В пятницу. 5-й день недели. Я радуюсь практически, пришедшим выходным.
пятницу я занимаюсь японским языком. А, Да-да-да. Это не так просто. Я учусь, также тренируюсь писать японские иероглифы. Они не такие простые. Здесь нужна тренировка, да, и хорошая голова, я чтобы их запомнить. могу себе представить. Вау! Да-да-да. И, конечно же, в этот день я стараюсь читать японскую поэзию. Я ее обожаю. Супер! Ну, а твоя пятница, наверное, такая же активная, как и понедельник, вторник, среда и четверг? Почти. Пятница, как и вторник, французский, романтика, французский ужин, разговоры с друзьями, французская музыка. Это моя пятница. Здорово. Ну и выходные. Выходные. Как ты проводишь свои выходные? Суббота. Суббота обожаю. Суббота, поездки, ужин, встречи с друзьями, танцы, фестивали, поездки в другой город. Экшен, экшен, экшен. Экшен продолжается. Продолжается. Отлично. А твоя суббота? Ах, ну, что я тебе могу сказать? Моя суббота, конечно, не такая экшен, как твоя. Но мое утро начинается с курса итальянского языка. Потом я занимаюсь спортом. И также, если есть возможность, при хорошей погоде, мне нравится гулять, также выезжать куда-то и иногда звонить друзьям или же встречаться со своими друзьями. Это моя суббота. Мне нравится. А мне нравится твоя суббота. Давай меняться. Давай. Как насчет воскресенья? Воскресенье? Ну, воскресенье, если уж так поработать и позаниматься, то хочется расслабиться, ни о чем не думать и ничего не делать. Поэтому иногда я смотрю фильмы на разных языках, на русском или на итальянском или на немецком языках. Иногда что-то вкусненькое готовлю, гуляю опять же со своими собаками и просто пытаюсь расслабиться. Супер, мне нравится. А ты? Ты отдыхаешь или экшен продолжается? После всех экшен, после испанского, французского, танцев и так далее, в воскресенье я просто отдыхаю. Я хожу на прогулки, читаю книги о личном развитии и слушаю классическую музыку в современной обработке. Классическую музыку я тоже люблю, но не в современной обработке. Ну и что, подведем итог? Подведем итог. Мне кажется, я так запомнила из нашего разговора 5 основных любимых занятий. Это у тебя испанский, французский, прогулки, танцы, спорт и книги. Книги. Супер. Ты очень активная. У тебя очень активная и интересная жизнь. Спасибо. А твои топ-5? Итальянский, японский, прогулки с собаками, рисунки и... Книги. книги, Или поэзия. И поэзия, а также растения. У тебя даже больше, чем топ-5. Ну, вот так. Окей. А как же проводят наши зрители и наши слушатели свое свободное время? А давай их спросим. Оставляйте нам комментарии, как обычно, внизу. Не забывайте, что вы найдете нас не только здесь на YouTube, а также на Фейсбуке, Инстаграме, канале Telegram, Spotify, Google Подкаст. А мы везде. Оставляйте свои комментарии, я думаю, внизу. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.